Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее весеннее утро. Да, весеннее, друзья. Наконец-то дождались, с чем всех и поздравляю. Сейчас уже с каждым днем будет становиться все теплее и теплее. Природа будет просыпаться, что, конечно же, не может не радовать. Посмотрите, друзья, приехали вот на такое побережье. Кто на нас подписан давно, уже наверняка помните это место. Здесь мы были один раз, погружались. И были очень интересные находки. Много серебра, именно окаменелого, что говорит о том, что здесь, вероятнее всего, до меня никого не было. Но, друзья, случился очень такой непредсказуемый момент. Вот так вот мы с женой подходим к побережью. Посмотрите, нету даже края, как будто бы море. И вы представляете, вот здесь, вот возле тросты, здоровенный бобер. Посмотрите, лебеди воркуют, как красиво. Оплетаются друг об друга. И, друзья, мы сейчас не знаем, что делать, потому что я знаю, бобры, они вообще не очень агрессивные, но когда у них выводок, да, маленькие дети, мне рассказывали, что они могут напасть, а он очень большой. И, честно говоря, я немножко подсыкиваю. Вот мы уже приготовились, я уже, главное, разобрал металлоискатель, и посмотрите, как он здесь все нагрыз. Вот это вот все деревья, это все он тут грызет. Поэтому, друзья, я даже не знаю, что делать. Мне на самом деле страшновато. И я думаю, что мы не будем все-таки рисковать, хоть мы сюда ехали 2 часа. Просто поедем в сторону нашего дома и уже будем заезжать где-то на каких-то озерцах, проверять и где-то погружаться в другое место. Так бывает, но рисковать я точно не хочу, потому что жена меня не будет видеть. Очень большой туман, очень сильный такой густой туман. И в случае чего она даже не сможет мне помочь. Поэтому меняем дислокацию. Погнали. И да, друзья, честно говоря, у меня было лишь поверхностное знание о бобрах. Но пока мы ехали, я проверил в интернете, и оказалось, что вес бобров может достигать аж до 50 килограммов. И я нашел много случаев нападения на людей, зафиксированных в интернете. Так что, думаю, мы поступили правильно, сменив место. И плюс ко всему, пока мы ехали искать новую точку, туман рассеялся, и погода стала более благоприятная для поисков. Ну что, друзья, прошло около 3 часов, потеряли кучу времени, уже заезжали на 2 озера впустую, там без вариантов, и посмотрите, куда мы приехали. Вот такое вот здоровенное побережье, мы посмотрели по карте, здесь в летнее время очень большая загруженность, то есть вот этот весь пляж просто битком. Еще самый крутой, конечно, момент этого пляжа, то, что здесь можно делать гриль. То есть барбекю. Вон там костер, вот там уже стоит палатка, велосипед. Кто-то уже отдыхает. И сейчас я вам покажу самое важное, что какой самый здесь важный плюс. Вот, кстати, посмотрите, здесь прям костерочек. А самый важный плюс для меня, друзья, вот, кстати, наши вещи уже, это прозрачность воды. Вы посмотрите. Вот такая вот, аж вот там видно все. И глубина, кстати, сразу же сильная. Ну, то есть сразу же резкая глубина идет. Это хорошо, не надо будет далеко от берега отплывать. Так что, друзья, сегодня мы, как обычно, будем использовать систему для подводного погружения Nemo. Все, не затягиваем и быстро подготавливаемся к подводному погружению. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к подводному приключению, к подводному поиску. Посмотрим, что хранится на дне этого водоема. Мне хороших сигналов под катушку. Погнали! О, кстати, чуть не забыл опять температуру показать. Температура, друзья, у нас 7 градусов. Видно, не видно? Да, видно. Водичка уже прогревается, но недаром весна. Все, погнал. Ох, какая здесь прозрачность. Друзья, я еще раз рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nemo от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те
все находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения, к сожалению, какой-то кусочек неопределенного металлического предмета. Да, друзья, и как вы уже заметили, вторая находка — это тоже мусор в виде крышки от йогурта. Похоже, сегодня мне предстоит перекопать много хлама, чтобы найти что-нибудь интересненькое. Долго ждать не пришлось, и примерно через 20 минут нам попадается первая находка в виде украшения на руку. И это половинка сердечка с надписью Best Friends. Надеюсь, что потеря этого украшения не привела к ссоре или разрушению крепкой дружбы между теми, кто носил эти половинки. На этот раз попадается рыболовная снасть в виде грузила. Грузило, я не буду ложить в хабарницу, слишком тяжелое. А вот эта находка уже порадовала, и нам попадается очень красивое серебряное кольцо 925 пробы, украшенное двумя интересными камушками, похожими на кошачий глаз. Зачет. На этот раз попадается алюминиевая пробка от бутылки. Кладу ее в карман и проверяю катушкой ровно на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Снова сигнал.
попадается какое-то странное колечко, которое я до сих пор не смог определить. Друзья, кто знает, что это такое, пишите ваши варианты в комментариях. Будет интересно почитать. Следующая находка – красивая женская серьга. И такие находки всегда заставляют понервничать, так как своим блеском изначально они могут показаться как золото. Но рассмотрев ее повнимательнее, понял, что, к сожалению, это бижутерия. На этот раз находка снова порадовала, и нам попадается огромный серебряный крестик 925 пробы. Зачет, друзья, зачет. Следующая находка – очень красивое, огромное мужское кольцо от фирмы Fossil, сделанное из нержавеющей стали. Озеро не переставало радовать своими сокровищами, и на этот раз попадается серебряное обручальное кольцо с награвированной датой 11 число 2 месяц 2007 год, а также надпись «In Liebe», что в переводе с немецкого звучит как «с любовью». 925 проба. Следующую находку обнаружил прямо глазами, и это очки для подводного плавания.
выкинем где-нибудь. На этот раз попадается красивая женская серьга и, к сожалению, снова бижутерия. Следующая находка – огромная серебряная монета 5 немецких марок 1951 года. Зачет. На этот раз попадается очень красивое женское кольцо, украшенное блестящими камушками в виде бабочки. К сожалению, бижутерия. Заключительная находка сегодняшнего погружения – алюминиевая подвеска с изображением Святой Девы Марии. Пора всплывать. Ну что, друзья, я думаю, на сегодня хватит. Очень устал. Показываю, что нашел. Вот столько у меня сегодня по находкам. Не очень много, но находочки были, как вы видите. Сейчас выходим на берег. Все красиво раскладываем. Пью чаек, переодеваюсь и показываем, что удалось найти. Погнали! Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, накайфовались. Что могу сказать про это место? Опять мы совершенно случайно попали на нудистский пляж. Жена говорит, пока я погружался, просто тут такой стыд происходил. Все
приходят без трусов, видят, что моя жена, видят, что мы здесь, ну, занимаемся своими делами, и они тоже недовольны, мы слегка недовольны, у каждого свое занятие, и везде, главное, по кругу, везде можно наблюдать, что люди ходят совершенно нагишом. Что могу сказать про погружение? Да, прозрачность воды очень хорошая, мне понравилось, но единственное, здесь надо уже или с баллонами погружаться, или с Nomad, или какой-то другой системой. У меня только максимум 3 метра глубины, этого мало, потому что глубина сразу же. И, ну, по находкам так себе удалось найти какое-то серебро, там монетки, золото в очередной раз облом нету. Так что, друзья, показываю находочки. Вот так мы красивенько здесь все разложили. Так, ну, как обычно, начинаем по драг-материалу. Посмотрите, вот это редкость, друзья. Вот этот камушек, кошачий глаз, если я не ошибаюсь. Вот что-то похожее я уже находил. Вот это красота, я обожаю вот это. Очень-очень редко попадаются именно вот эти вот глазики кошачьи. Посмотрите, какое красивое серебряное кольцо. Просто кайф, пойдет ко мне в коллекцию, почищу. Ну, вы уже, наверное, фоточки увидели. Вот такое серебряное кольцо, обручальное. Тоже по-любому там пробы есть, может, какие-то инициалы. Тоже все почищу, все покажу. Вот это просто шикурдяй. Посмотрите, здоровенный серебряный крест. Но он пустотелый такой, да, видите? Не очень толстый, но все равно такой широкенький, емкий серебряный крестик. И вот здесь вот проба даже есть, видите, сверху. И там еще что-то, пробы, и еще что-то, какие-то надписи. Тоже почищу, рассмотрим получше. И, друзья, четвертое серебро, 5 марок. 5 серебряных марок 1951 года. У меня уже дома, наверное, вот такая стопка. Не буду врать сколько, но, наверное, около 20 вот этих монет. У них, у этих монет 600-я проба, слабенькая, серебряная. Ну, серебро 600-й пробы, не очень высокая, да, проба, но серебро есть серебро. Бижутерия. Вот такое здоровенное кольцо Fossil, друзья, кто знает, фирма, кстати, хорошая, Fossil. И вот там еще что-то Fossil и 11.5. Ну, я так подозреваю, что это размер кольца 11.5. Очень большое, здоровенное кольцо. Дальше вот такая штучка. Это я не знаю что, но там что-то тоже много надписей. Что-то C-тикер какой-то. 11.13. Вообще без понятия, друзья. Дальше вот такой вот образочек маленький. Святая Дева Мария. И здесь вот там М, крестик. Ну, кто разбирается, знает обозначение, я не в курсе, если честно. Сережка вот такая, немножечко в коррозии, ржавевший чуть-чуть, но вот такая женская сережка. И еще одна серьга с камушками, посмотрите, с розовыми. Вот такая вот бижутерия. Вот такая вот прикольная штучка, это полсердца. Ну, наверное, там было написано Best Friends, а осталось только Be Fry. Кстати, Best Friends, а Be Fry, если я не ошибаюсь, это Будь свободен. Вот такая вот штучка кто-то потерял. Так, что еще не показал? Вот, смотрите, много марочек было, 2 марки, что говорит о том, что все равно можно сюда вернуться. Раз марки есть, значит, мало кто был, все не успели выбрать. А, вот еще одно колечко с бабочкой, посмотрите, бижутерия. Ну, оно уже тут давно, наверное, лежит, совсем уж посносилось временем. Ну и вот, друзья, монетки. 2 евро в этот раз, только одна двоечка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 евро. Очки вот такие вот плавательные. Кстати, нормально, сохранчик, может быть, и я использовать буду где-нибудь. И ну и грузилок один вот такой, 135 грамм, друзья. Fox, опять фирма Fox. И, кстати, довольно-таки часто вот именно фирма Fox попадается на рыболовных снастях, так что я считаю, что это, наверное, стоящий такой грузилочек. Что могу сказать, друзья? Мне вот это вот все похоже все-таки на сокровище. Как ты считаешь, скажи? Я считаю, отличный выход. Да, отличный выход. Отличный выход, друзья. По-любому сюда вернемся. 100% здесь еще можно что-нибудь найти. Хороший прозрак. Единственное, не дали в ту сторону нам немножечко углубиться, потому что там люди отдыхают. Не стали им мешать.
Так что вот, друзья, будем заканчивать сегодняшнее наше такое видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видосики. Мы поехали домой. Всем пока! Пока-пока. Пока-пока, друзья!